Всем привет, это Антон Тошимото, АМК Сервис. И сегодня я опять приехал вечером на осмотр, но сегодня благо будет освещение. Будем разбирать мотоцикл в боксе у человека, поэтому можно будет все это сделать не спеша, подробненько подснять, и более или менее будет нормальное освещение, будет нормальная картинка. Поэтому погнали смотреть. 750 Gixxer 2014 года. Приехал смотреть вот такой 750 Gixxer. Это 2014 год, уже на брэмбовских тормозах. Покажу, что у него оригинал, что не оригинал, что есть какие недочеты. И, в принципе, потом будем его заводить. Зеркала не оригинал. Фара не оригинал. Курочек обломанный. Грузики были покрашены. На пульте есть следы скользячки. Также у нас следы скользячки есть на верхней части радиатора. Вот там. Но там видно, что он был подбитый. Здесь видно, вся крышка вот эта перекрашена. Вот эта часть поцарапана была. Вот здесь у нас есть коцка. И на резинке тоже небольшая коцка. Также у нас есть на колышках водительских. Задние колышки вообще не стояли изначально. Сами колышки китайские. А основа оригинальная. Тут у нас есть следы от падения царапки на поворотничке. Вот они, чуть-чуть их видно, совсем по мелочи. Весь мотоцикл перекрашивался, это, то есть, как бы, все хозяин говорит, поэтому с этим вопросов никаких. Стоят вот такие выносы под слайдера. Цепь у нас, в принципе, в нормальном состоянии. Скорее всего, это цепь оригинальная, потому что на ней есть синий замок. А такое я часто встречал на Gixxer'ах с завода. Ну и тут не такой уж и большой пробег. Кстати, о пробеге. Это в милях. 7000 миль получается. 7000 миль, да? Да. Это сколько? 14 тысяч километров, да? Да, где-то в районе 14 тысяч километров. Так, далее по выхлопу. По выхлопу у нас есть вот здесь царапки, здесь есть вот здесь царапки, есть вот здесь вот немножко. И вот эта часть вся полностью перекрашивалась. Скорее всего, она тоже была полностью зацарапана. Ну, сейчас покрасили, выглядит неплохо. Здесь мы видим обломанный у нас болт слайдера. Вот здесь видим немножко от падения, есть следик небольшой на маятнике. Резина у нас получается 2014 года задняя. Получается у нас 28-я неделя 2014 года. И резина у нас сама по себе уже подвысохла. Имеют на ней вот такие вот морщинки имеются. Поэтому резина под замену. Далее здесь тоже колышек китайский, основание оригинал. Здесь у нас получается следы падения. Здесь следы падения. И вот эта часть крышки перекрашенная, потому что на ней тоже есть следы падения. Вот здесь на раме у нас тоже была наклеечка. Наклеечка, к сожалению, утрачена, потому что вот здесь тоже имеются следы от падения. Небольшие коцки. И вот видно, что риски есть на вот этом вот сварном шве, потому что он тоже, соответственно, терся. Если мы заглянем здесь, туда поглубже, но камера это не передает, там поцарапан немножко расширительный бачок. Ну, из-за того, что пластик собирали после покраски, видать, может, где-то что-то не защелкнули, где-то что-то пропустили. Есть небольшие вот такие вот косячки, есть незакрученные болтики, но это бывает такое у людей, которые собирают или разбирают первый раз, поэтому такое случается. Далее, с этой стороны зеркала тоже не оригинал, на ручке тоже имеется след, грузик тоже перекрашенный и, соответственно, есть повреждение на резинке, которая, соответственно, тоже испытала немножко асфальтовой болезни. Здесь у нас на суппорте все нормально. Есть вот здесь следы удара. Вот след. Колодочки у нас в нормальном состоянии. Там где-то передок 50%.
Задние процентов 70. То есть задние достаточно жирненькие такие. По передней резине она у нас 15 год, 24 неделя. Но имеются точно такие же морщинки. Соответственно, она точно так же немножко покоцанная. Вилочка у нас не течет, но пыльник потресканный. То есть как бы вилку никто не обслуживал, поэтому резинотехнические изделия чуть-чуть подустали. И вот мы здесь можем видеть, что это 6-й месяц 2014 года, дата производства. Тут у нас в принципе ничего особого не повреждено. Радиатор у нас выглядит вот так. Он в принципе весь абсолютно целенький, там пара замятий есть на углах и где-то по центру я видел небольшое замятие, но это не криминал. Остальное все он абсолютно целый, кроме замятия в верхней левой части, соответственно. Здесь у нас чуть-чуть не сходится пластик, вот здесь вот есть, не защелкнули его, не затянули. И с этой стороны то же самое у нас. Не дозатянули пластик. Ну, вот так вот выглядит. Также тут стоит неоригинальный паук. Вот. И, в принципе, из Китая, по-моему, все. То есть фара, зеркала и паук. Приборка у нас оригинал. На приборке мы можем видеть. Вот у нас есть маркировка Japan. Вот, соответственно, есть у нас вот здесь вот на пластмассовых вот этих вот болтиках ветрового стекла небольшие коцки. Здесь, здесь. Теперь по баку. Бак выглядит очень хорошо, потому что там все чистенько, абсолютно. Я его весь хорошенько осмотрел фонарем, там везде абсолютно чистенько, нет ржавчины. Под хвостом. Под хвостом мы видим, что у нас есть и оригинальные клипсы, и неоригинальные. Ну, когда собирали мотоцикл, такое бывает, клипсы не все выживают. Тут у нас все в принципе по заводу. И в принципе тут все достаточно чистенькое. Поэтому сейчас поднимем сидушку, подзарядим аккумулятор и запустим его, чтобы можно было послушать. Итак, я уже поднял бак. Соответственно, по аккумулятору сейчас покажу. По аккумулятору. Так, хорошая АКБ. 170 ампер. Теперь смотрим, что у нас с давлением будет. Включаем зажигание. Давления топлива нету, потому что нету бензина. Замечательно. Пока происходят поиски бензина, я сейчас покажу, что у нас с тормозными дисками. Минимально допустимое у нас здесь, насколько я помню, 4,5 мм. 4,5 мм. Минимальная у нас изначальная толщина 5,05. А сейчас мы имеем 4,9. По передним дискам у нас тоже минимально 4,5. Смотрим, 4,95 было изначально, сейчас 4,90. С этим тормозным диском изначально 5,05, так 4,90.
4,92, 4,93. Да, 4,90, 4,92. Ну вот теперь в баке у нас образовалось немного бензина. И теперь можно проверить давление топлива. Хорошо. Трешечку держит. Замечательно. Выжимаем сцепу, заводим. Учитывая, что он еще накачивал, нормальное вращение, то есть нормально запустился. В районе 3,3 он у нас держит. Четвертый почему-то попрохладнее. Хотя сверху такой разницы нету, но все равно разница в 30 градусов имеется. Проблем нету. Аварийка работает. Стопачок. Стоп работает. Так работает. Тихо. Дальний мигает, дальний работает, а вот ближний не работает. Ближний не светит. То есть переключаем на дальний, дальний светит. Помигать, мигает, а ближний не светит. Бибика работает, ну поворотники отдельно работают. Режимы работают. Переключение по приборке тоже работает. Ну, 140 фаренгейтов нам в принципе хватит для того, чтобы замерить. Вот мы можем посмотреть, что на выключенном моторе 3 атмосферы в принципе у нас давит и не падает. Это хорошо. Вот показания зарядки после того, как мы его запустили.
Небольшая просадочка. И сейчас запустим. С парой. Со стопаком. И еще аварийку включим. Нагрузку держит. Все нормально у нас с зарядкой. Итак, подразобрал немножко, выкрутил свечки, поставил компрессометр. Сейчас будем мерить компрессию. Десять с половиной. Второй цилиндр. Ну тут почти 11. Что, 11, не 15? Нет. Третий цилиндр. Ну да, те же 10 с половиной, почти 11. И четвертый. Те же 10 с половиной, 11. Решил перемерить на прямом. Вот сейчас посмотрим. Крутим. Ну еще. Сейчас. Ну, давай. Все, стоп. Вот. Насколько мог и снять, и померить. Вот. Получается, ну, 11 с половиной, чуть-чуть не доходя 12. Это вот на прямом. Вот разница где-то в атмосферу получилась. Итак, свечки, которые я достал, они вот в таком состоянии. В принципе, чистенькие достаточно. Есть следы нагара. А вот в воздухане, сам воздушный элемент воздушного фильтра, вот в таком состоянии. Он полностью застранный, он под замену. Что еще могу сказать? Вот здесь, если получится сейчас сфокусироваться, сами дроссельные заслонки достаточно хорошо выглядят. А вот там чуть глубже, ну тут не хватает освещения, чтобы показать, что там внизу на клапанах есть небольшой налетец. Потому что, видать, его заводили, глушили, и из-за этого он появился. Ну, соответственно, такое часто бывает у мотоциклов, которые мало ездят, у которых маленькие пробеги. А так, сами заслоночки очень хорошо, чистенько выглядят. Тут впуск тоже очень хорошо, чисто выглядит. Вот. Исполнительный заслонок, второй ряд, вот, который от сервомотора. Все здесь чистенько, все хорошо. Сейчас закручиваем, собираем мотоцикл, и все, в принципе. На этом осмотр закончен. Итак, что я могу сказать по джиксеру? По джиксеру у нас полностью изношенная шина в плане года. Есть трещинки и на передней, и на задней шине. Год сзади 14, спереди 15. Это говорит о том, что мотоцикл очень долго стоял. Цепь очень сильно похожа на оригинал, потому что на джиксерах с завода стояла золотая цепь и синенький замочек. Здесь это присутствует. Цепь в удовлетворительном состоянии, она помазана, но не в идеале, конечно. То есть, в принципе, соответствует пробегу. Тормозные диски с небольшим износом тоже соответствуют пробегу, потому что там износ всего лишь 0,1. Вот, поэтому, в принципе, это адекватно для данного, ну, как бы пробега. Пробег у нас получается 7300 миль. Можете умножить на 1,6 и получите это в километрах. Получается, по мотору шумов лишних нет. Компрессия у него на гибком шланге показала где-то 10,5. На прямом шланге, на прямой, соответственно, показала она компрессию почти в 12 очков. Это говорит о том, что в принципе там везде 12 очков во всех цилиндрах есть. Первое, у нас мотоцикл был не прогрет полностью, всего лишь 140 фаренгейтов. Это не буду точно вспоминать, сколько это в Цельсиях, но мотор был еле-еле теплый. Это раз. Во-вторых, есть небольшие отложения на клапанах, на впускных их было видно. Это говорит о том, что мотоцикл заводили, глушили и, соответственно, то есть нормально мотор не поработал, даже в нем не было на тот момент, как я приехал, даже бензина. Давление топлива у нас в норме.
То есть он поработал там в районе 3-4 минут, давление не упало, давление держит, то есть как бы когда накачивает, мы глушим мотоцикл, давление остается в норме. По зарядке там все хорошо. Аккумулятор лично я ставил новый на него, потому что у людей тот подсел, говорит, ну чем сейчас заряжать, ставь на сразу новый. Силтеч китайский, но он абсолютно рабочий. Вот, полностью весь крашеный мотоцикл, весь в круг. Кое-где не хватает клипсочек, кое-где не хватает болтиков, но продавец сказал, что все это постарается к моменту продажи, соответственно, полностью исправить, все везде закрутить. Я ему указал на эти моменты, он сказал, я все исправлю. И на мотоцикл есть полный комплект наклеек. Единственная неоригинальная деталь, это получается правая накладка на бак, которая под сиденьем. Потому что левая оригинальная, правая не оригинальная. Ребята сказали, которые его, соответственно, собирали, что та была сильно зашорканная, поэтому ее поставили, ну, соответственно, китайскую. Поэтому вот такие дела. В принципе, пыльники на вилке немножко потрепанные, но вилка не течет. Поэтому по-хорошему поменять маслица, обслужить вилочку, засыпать новые компоненты по сальничкам, пыльничкам. И в принципе по ходовью там больше вопросов особо нету. Тормозные диски, тормозные колодки в нормальном состоянии. Единственное, если кому хочется мотоцикл в идеале по пластику, ну тут совсем немножко есть небольшие косячки в плане того, что в процессе сборки не везде все защелкнули, не везде все поставили на свои места. Здесь китайская фара, здесь китайские зеркала, здесь китайский паук. То есть, если кто-то готов с этим мириться, кто-то нет. Поэтому тут уже смотрите на свое усмотрение. Если вам понравился осмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о вновь вышедших видео. А так, всем большое спасибо за просмотр и пока!